Это никогда не предназначалось для публики. Один момент, одно частное мгновение, одно тихое признание. И теперь весь интернет содрогается. Чингук сказал Тхэхёну нечто такое, что фанаты никогда не должны были услышать. Ни на камеру, ни в прямом эфире, никогда. Но как только эти слова просочились в сеть, все изменилось. Взгляды, молчание, то, как отреагировал Тэ, все это поднимает один вопрос, который ни один Ярэмуай не может игнорировать. Было ли это признание от чистого сердца или тайна, слишком опасная, чтобы ее скрывать? В тот момент, когда слова сорвались с губ, атмосфера между ними изменилась так, что это невозможно было не заметить. Это не было громко или драматично, и именно это делало момент таким реальным. Голос Чингука оставался низким, почти осторожным, словно он проверял каждое слово на вкус, прежде чем позволить ему прозвучать. Тхэсён не перебивал. Он не отшучивался. Он просто слушал, не отводя глаз, с непроницаемым выражением лица. Это была та самая тишина, которая случается лишь тогда, когда что-то задевает за живое глубже, чем ожидалось. Фанаты, которые позже пересматривали этот клип, заметили, как время в комнате словно замедлилось. Как даже фоновый шум затих, будто сам мир замер, чтобы стать свидетелем чего-то хрупкого. Что заставило этот момент взорваться, так это не только то, что сказал Чингук, но и то, как он это сделал. Не было дежурной улыбки, не было игривого тона, никакой привычной энергии, которую привыкли видеть фанаты. Вместо этого нерешительность, искренность и уязвимость, которая казалась почти случайной. Это звучало как нечто, предназначенное только для одного человека. Истина, доверенная по секрету, а не реплика, отрепетированная для миллионов. Вот почему, когда утечка всплыла, люди не могли перестать смотреть. Каждая секунда казалась слишком интимной, слишком личной, словно подглядывание в тот момент, который не должен был быть запечатлен. Реакция Тхэхёна только подлила масло в огонь. Он ответил не сразу. Пауза была достаточно долгой, чтобы заставить сердце биться чаще, достаточно долгой, чтобы фанаты заполнили тишину своими теориями. Его взгляд смягчился, плечи расслабились, и на долю секунды его защита, казалось, пала. Кто-то говорит, что это был шок, другие настаивают, что это было понимание. Но все сходятся в одном. Эта реакция не была прописана в сценарии. Она была живой, неотфильтрованной и невероятно человечной. И этот единственный взгляд стал центром бесконечных дискуссий, эдитов и ночных обсуждений в попытках расшифровать его истинное значение. По мере распространения ролика интернет раскололся на эмоции. Одни фанаты были потрясены, пересматривая момент снова и снова, убежденные, что стали свидетелями чего-то честного и прекрасного. Другие были в замешательстве, задаваясь вопросом, не было ли это недоразумение раздуто до невероятных масштабов. Были и те, кому стало не по себе. Они напоминали всем, что это должно было остаться личным, и что, каким бы значимым это ни казалось, это не предназначалось для публичного потребления. Тем не менее, даже эти голоса не смогли остановить волну. Как только нечто столь эмоционально заряженное вырывается на свободу, оно начинает жить собственной жизнью. Невозможно игнорировать то, как этот момент заставил переосмыслить все, что люди, как им казалось, знали. Старые интервью внезапно стали ощущаться иначе. Прошлые взаимодействия обрели новый смысл. Простые жесты, которые фанаты раньше не замечали, теперь рассматривались под микроскопом. Общая улыбка, долгий взгляд, рука, положенная чуть ближе, чем обычно, все стало деталями пазла, который фанаты отчаянно пытались собрать. Намеренно или нет, это признание изменило повествование, стирая грань между тем, что было реальным, и тем, что люди лишь воображали. И все же самый большой вопрос остается без ответа. Осознавал ли Чингук, что раскрывает слишком много? Или он достаточно доверял моменту, чтобы быть честным?
Услышал ли этот Тхэхён как мимолетную мысль или как нечто более тяжелое, нечто, требующее ответа? Последовавшая за этим тишина говорит громче любых подтверждений. Потому что иногда самые сильные признания скрепляются не словами, а решением оставить вещи недосказанными. Это не было просто утечкой или заголовком. Это было об уязвимости в мире, который редко ее позволяет. О частной истине, столкнувшейся с общественным любопытством. И был ли этот момент понят неправильно или он был именно тем, чем казался, ясно одно. Как только эти слова вырвались на свободу, ничто между ними, и в глазах наблюдающих фанатов, уже не будет прежним. После того, как первый шок улегся, последовало странное спокойствие, то самое, которое приходит, когда нечто необратимое уже случилось. Чингук не спешил давать разъяснения, не отшучивался позже, и это отсутствие исправлений лишь углубило тайну. Фанаты заметили, как его поведение после этого неуловимо изменилось. Он стал тише, задумчивее, словно нес в себе груз того, что было раскрыто. Это не было настолько очевидным, чтобы назвать это драмой, но проявлялось в мелочах, в том, как его взгляд задерживался на секунду дольше, в том, как его улыбка появлялась и исчезала так же быстро. Тхэхён, с другой стороны, внешне казался невозмутимым, но те, кто хорошо его знают, почувствовали перемену. Его смех стал мягче, движения более взвешенными, словно он тщательно выбирал каждое действие. Когда они снова появились вместе, динамика ощущалась иначе, не дистанция, но сдержанность, как у двух людей, осознающих, что каждый взгляд может быть истолкован неверно. Напряжение не было неловким, оно было заряженным, полным невысказанного понимания, и эта тихая энергия стала громче любого официального заявления. Фандом продолжал анализировать каждый кадр, каждое слово, каждый вдох. Одни верили, что этот момент стал кульминацией многолетнего эмоционального накопления, истиной, которая наконец просочилась наружу, несмотря на все меры предосторожности. Другие утверждали, что ситуация была неверно истолкована и раздута ожиданиями. Но всех объединяло чувство, что было обнажено нечто подлинное. Это не было похоже на слух, созданный ради внимания. Это ощущалось как человеческий момент, вышедший из-под контроля, и именно эта аутентичность сделала его невозможным для игнорирования. Спустя дни разговор сменился с шока на размышления. Фанаты стали меньше говорить о том, что было сказано, и больше о том, почему это вызвало такой глубокий отклик. Возможно, потому что уязвимость – редкость в индустрии, построенной на совершенстве. Возможно, потому что увидеть, как кто-то столь закрытый, как Чингук, позволяет своим эмоциям выйти наружу, было близко и даже утешительно. Или, возможно, потому что тихое принятие Тхэхёна напомнило людям, что понимание не всегда нуждается в словах. Тем не менее, тишина оставалась самым громким ответом. Ни подтверждений, ни опровержений, ни попыток перенаправить дискуссию. И в этой тишине люди нашли смысл. Кто-то увидел в этом уважение к частной жизни, отказ превращать личное в контент. Другие увидели молчаливое признание, выбор позволить моменту существовать без объяснений. Так или иначе, отсутствие ответа позволило истории дышать, задерживаться и становиться чем-то большим, чем просто мимолетный тренд. Музыка продолжалась. Графики соблюдались, выступления шли по плану. Но для тех, кто наблюдал внимательно, все казалось слегка изменившимся, словно завеса была приподнята. Улыбки на сцене остались прежними, но теперь фанаты гадали, какие эмоции живут за ними. Тексты песен зазвучали более лично, гармонии более интимно, и каждый общий момент обрел новый слой глубины. В конечном счете, эта глава определяется не утечкой или заголовком, а тем эмоциональным резонансом, который она создала. Она напомнила людям, что за славой и светом софитов стоят личности, способные на страх, честность и связь. Было ли это признание именно тем, во что верят фанаты, или чем-то гораздо более простым,
Оно раскрыло правду, которую нельзя отменить. Как только уязвимость замечена, она меняет то, как мы смотрим на все последующее. И это щемящее чувство, ощущение того, что нечто реальное на мгновение всплыло на поверхность, прежде чем снова уйти в тишину, это то, что поддерживает жизнь в этой истории долгое время после того, как утихнет первый шок. И со временем это чувство не исчезло так, как обычно исчезают вирусные моменты. Оно укоренилось, тихо, как воспоминание, которое люди не могут отпустить. Выходил новый контент. Появлялись новые заголовки. Но фанаты продолжали возвращаться к тому самому моменту, сравнивая его со всем, что было после. То, как Чингук стоял чуть ближе, чем раньше. То, как Тэ, казалось, инстинктивно подстраивался под его темп. То, как их разговоры, пусть и легкие на поверхности, несли в себе подтекст, который был тяжелее слов. Ничто из этого не было настолько очевидным, чтобы ткнуть пальцем, но все вместе это рисовало картину, отличную от прежней. Заметно изменилось и то, как фанаты говорили о них. Тон смягчился, стало меньше одержимости доказательствами, больше признательности за саму связь, какова бы ни была ее природа. Люди начали признавать, что не всему нужны ярлыки, что некоторые связи существуют в пространстве, которое не вписывается в публичные определения. В каком-то смысле, та утечка заставила фандом повзрослеть. Она напомнила всем, что настоящие эмоции существуют не для развлечения, и что даже айдолы заслуживают пространства, где они могут быть честными, не боясь интерпретаций. Глаза Чингука, когда он думал, что за ним никто не наблюдает, рассказывали истории, которые он никогда не произносил вслух. В них была задумчивость и порой проблеск уязвимости, который фанаты не замечали раньше. Присутствие Тхэхёна рядом с ним казалось заземляющим, надежным, как якорь в моменты, когда шум мира становился слишком громким. Когда они смеялись вместе, это казалось заслуженным, как облегчение, а не как игра на публику. И когда они молчали вместе, это чувствовалось как намерение, а не как неловкость. Вопросы без ответов стали частью самой истории. Люди перестали ждать объяснений и начали уважать тишину, потому что иногда отсутствие разъяснений – это граница, проведенная мягко, но твердо. И в этой границе было нечто странно успокаивающее. Это говорило о том, что все, чем они поделились, все еще принадлежит только им, сколько бы раз это ни обсуждали. Спустя месяцы этот момент превратился из скандала в нечто почти поэтичное. Не потому, что он что-то доказал, а потому, что показал, что происходит, когда человечность пробивается сквозь трещины совершенства. Признание, намеренное или нет, стало зеркалом для собственных эмоций фанатов, их собственного опыта честности, страха и привязанности. Это нашло отклик, потому что не было громким. Это не требовало внимания. Оно просто существовало. История так и не закрылась по-настоящему. Она жила во взглядах, в паузах, в пространстве между словами. И, возможно, именно там ей и место, не как окончательному ответу, а как напоминанию о том, что самые значимые моменты в жизни – это те, которые не объясняются, не подтверждаются и просто случаются. Они проходят тихо, оставляя после себя чувство, которое меняет все, даже если никто не произносит это вслух. Даже при всем этом тихом принятии любопытство никогда не исчезало полностью. Оно просто трансформировалось во что-то более мягкое и вдумчивое. Фанаты больше не спрашивали, что именно было сказано, но задумывались о том, чего стоило это сказать. Говорить честно в мире, который следит за каждым твоим вздохом, это риск, на который готовы немногие. И это осознание добавило новый слой уважения, не только к связи, свидетелями которой стали люди, но и к мужеству, стоящему за этим мимолетным моментом открытости. Бывали времена, когда Чингук казался близким к тому, чтобы сказать больше, моменты в интервью или эфирах, когда его речь замедлилась, а глаза искали что-то за кадром.
Каждый раз он сдерживался, выбирая сдержанность вместо откровения. Этот выбор говорил о многом. Он свидетельствовал о росте, осознанности и, возможно, глубоком понимании того, что должно оставаться защищенным. Роль Тхэхёна в такие моменты казалась поддерживающей, а не реактивной, роль того, кто понимает без лишних заверений, того, кому комфортно позволять вещам существовать естественным образом. Связь между ними больше не нуждалась в драматических доказательствах. Она жила в мелочах, во взаимном уважении, в той легкости, с которой они делили пространство. Когда один говорил, другой слушал всем сердцем. Когда один смеялся, другой подхватывал без колебаний. Это были маленькие детали, которые легко не заметить со стороны, но они были глубоко значимы для тех, кто был внимателен. Речь больше не шла о зрелище, речь шла о постоянстве. Что делало эту главу такой захватывающей, так это то, насколько человечной она была. Никаких громких заявлений, никаких публичных подтверждений, просто два человека, справляющиеся со своими эмоциями под светом софитов, который никогда не гаснет полностью. Это напомнило всем, что отношения в любой форме не всегда определяются моментами абсолютной ясности. Часто они формируются неопределенностью, терпением и выбором продолжать путь вместе, несмотря на шум. И, возможно, именно поэтому эта история продолжает находить отклик, потому что она отражает нечто универсальное, идею о том, что не все важное нужно объяснять, что некоторые истины чувствуются, а не произносятся, что приватность, если она была нарушена, не обязательно восстанавливать словами, но можно восстановить через границы и тихое понимание. Так что момент остается там, где он начался, подвешенным во времени, не опровергнутым, не подтвержденным, просто оставшимся в памяти. Не как улика, не как скандал, а как проблеск чего-то реального. И для многих этого проблеска было достаточно. Достаточно, чтобы изменить то, как они смотрят, как слушают, как понимают людей за маской славы. Достаточно, чтобы напомнить им, иногда самые сильные истории – это те, что продолжаются без финала. И история продолжалась тихо, вплетаясь в повседневные моменты, которые большинство людей пропустило бы: мимолетный взгляд через переполненную комнату, едва заметный кивок поддержки перед выходом на сцену, рука, задевшая другую и задержавшаяся лишь на мгновение дольше необходимого. Это не были сцены для анализа, но каким-то образом именно они говорили громче всего. Они казались незащищенными броней, почти инстинктивными, словно то, что было сказано в тот день, переросло в нечто более глубокое и устойчивое. Со временем напряжение вокруг той утечки смягчилось, сменившись чувством привычности. Это стало частью прошлого, главой, о которой помнят, а не которую постоянно подвергают сомнению. И в этом сдвиге произошло нечто важное. Фанаты начали видеть Чингука и Тэ меньше как персонажей повествования и больше как личностей, идущих долгим и сложным путем вместе. Давление необходимости дать определение их связи исчезло, сменившись признательностью за то, как синхронно и легко они двигаются без лишних слов. Уверенность Чингука постепенно вернулась, но она ощущалась иначе, менее закрытой, более заземленной. Когда он говорил, в его голосе звучала спокойная убежденность, будто он пришел к согласию с чем-то внутри себя. Тхэхён, казалось, отражал это спокойствие, предлагая свое присутствие вместо заверений, товарищество вместо ответов. Вместе они казались сбалансированными, как два человека, перешагнувших невидимый порог и оказавшихся на одной стороне. Мир продолжал спекулировать. Конечно, так будет всегда. Но домыслы больше не определяли момент. Осталось чувство, общее понимание того, что любая истина между ними не нуждается в доказательствах, чтобы быть реальной. Она жила в том, как они поддерживали друг друга, не привлекая внимания, и в том, что тишина между ними была наполнена смыслом, а не пустотой. И, возможно, это и был тот самый тихий финал, которого никто не ожидал, ни откровения, ни отрицания,
а принятие. Принятие того, что некоторые истории не должны рассказываться громко. Что некоторые признания ведут не к ответам, а к росту. То, что просочилось в сеть, возможно, начало разговор, но то, что последовало за этим, сформировало нечто гораздо более долговечное. В конце концов, этот момент стал не о том, что услышал мир, а о том, что они решили сохранить для себя частное понимание, защищенное не просто секретностью, но доверием. И по мере того, как они продолжали идти бок о бок, стало ясно, что то, чем они поделились в тот день, больше не было хрупким. Оно переросло в нечто стойкое, что не нуждалось в разрешении мира на существование. С этой стойкостью пришла тихая уверенность, которую не мог поколебать ни один слух. Шум внешнего мира все еще гудел. Заголовки все еще пытались вытянуть смысл из теней, но это больше не ощущалось как вторжение. Какая бы связь ни существовала между ними, она обрела опору, основанную не на реакции на внешнее, а на собственном выборе идти вперед, оставаться непоколебимыми и защищать то, что важно, не превращая это в шоу. На сцене бывали моменты, когда их энергия совпадала идеально. Это казалось естественным, будто они читали одну и ту же негласную подсказку, не для драмы, не ради внимания, а просто потому, что так и должно быть. Это гармония, рожденная годами близости. Фанаты видели, как полностью они доверяют друг другу в такие моменты, как один отступает, чтобы дать другому засиять, как поддержка течет сама собой. Это не было новым, но теперь это виделось яснее, без тени сомнения. За кулисами история стала еще тише, меньше поводов для анализа, меньше кадров для стоп-пауз. И в этой тишине смысл углублялся. Это говорило о том, что нечто, когда-то казавшееся хрупким, созрело в нечто прочное, не нуждающееся в постоянных подтверждениях. То признание, случайное или нет, больше не висело знаком вопроса. Оно стало фундаментом, невидимым, но ощутимым. Больше всего осталось чувство взаимного уважения, не только как артистов, не только как партнеров по сцене, но и как людей, понимающих границы друг друга. Это понимание создало пространство, где тишина была не избеганием, а заботой, где приватность была не секретностью, а намерением. В индустрии, которая живет за счет обнажения личного, такой выбор кажется по-настоящему сильным. Фанаты постепенно научились читать эту историю иначе, не через слова или ролики, а через постоянство, через то, как они снова и снова приходят на помощь друг другу без объяснений, через отсутствие драмы, отсутствие отрицаний и то спокойствие, что пришло на смену тревоги. Заключение. Большое спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружаться в последние новости, истории и закулисные детали, не спешите уходить. Ваша поддержка действительно помогает нашему каналу расти и позволяет нам продолжать радовать вас актуальными обновлениями, эмоциональными историями и глубокими разборами всего, что происходит во вселенной BTS.